Особенность нашей деятельности «Восток СОС» именно в том, что мы расселяем людей в основном не в места компактных поселений, а в частное жилье наших с вами сограждан, которые предоставляют комнату, дачу, дом, какие-то другие виды жилья людям с Востока. Чаще всего к нам обращаются семьи, люди с маленькими детьми, нужны памперсы, нужна одежда, например, холодная, которую люди на холодное время которые люди не взяли с собой, и мы стараемся удовлетворять эти потребности. Мы просто пишем о них на сайте, публикуем в наших социальных сетях, наших партнеров, и в ответ на эти публикации нам привозят кто что может. Мы на сайте публикуем потребности, поскольку сейчас к нам все больше обращаются людей, которые уже переехали, у них достаточно мало финансовых средств с собой, поэтому они обращаются к нам с просьбами, мы публикуем эти просьбы на сайте, и в ответ на эти просьбы просто люди, наши с вами сограждане, приносят из своих домов или заходя по пути в магазины то, что мы у них попросили. У нас такой небольшой склад, у нас нет возможности хранить очень много гуманитарной помощи, поэтому иногда мы также закупаем и сразу отправляем в другие города Украины, а здесь у нас такая небольшая каморочка для того, чтобы собрать и быстро раздать то, что людям необходимо. Да, это большая прихожая комната, у нас есть планы поставить здесь когда-нибудь диван или стол для того, чтобы принимать гостей, потому что к нам будут приходить люди в правовую юридическую приемную, которая вот за этой дверью находится, и они уже приходят, просто у нас пока еще не хватает времени для обустройства нашего офиса. Вот здесь же мы принимаем часть гуманитарных грузов. Вот вчера буквально добрые люди принесли нам много пакетов с красивыми детскими игрушками, с подгузниками, с моющими средствами. И нам сегодня есть чем порадовать тех переселенцев, которые попросили у нас о гуманитарной помощи. Совсем маленькая кухня, одно из немногих мест, где можно запереться и посидеть в тишине. Мы здесь работаем на самом деле с раннего утра до поздней ночи, как вчера кто-то пошутил в посте на Facebook, что уйти рано с работы на Восток СОС – это уйти до того, как закрылось метро. Хочу сказать большое спасибо Арсению Финбергу, волонтерской сотне и всем тем, с кем они сотрудничают, потому что у нас на этой неделе появились наконец-то бесплатные обеды. Это, собственно говоря, наша правовая приемная. Комнату мы выбрали самую маленькую, потому что чаще всего общение с клиентом на тему именно прав лучше делать в небольшой компании, наедине юриста и клиента, когда вопросы конфиденциальные, касаются их собственности, касаются их прав, восстановления документов, медицинских показаний. Поэтому мы выбрали такую небольшую комнату, где мы можем успокоиться, уединиться, поговорить каким-то образом с клиентом. 3 дня в неделю мы ведем прием публично, то есть мы можем записывать людей, они приходят сюда круглосуточно, ежедневно, включая субботу, воскресенье и вечер. Мы ведем прием онлайн, консультируем по телефону, через сайт, через mail, публикуем разъяснения, поэтому работа у нас происходит ежедневно. Плюс правовая помощь занимается не только тем, что консультирует клиентов, но и принимает участие в разработке разных документов, которые должны принять наше государство. Наши юристы сопровождают людей непосредственно государственные органы. Это касается, когда надо что-нибудь опробовать заново принятое. То есть если вдруг какой-то государственный орган начинает, например, как делать паспорта теперь для жителей Луганска здесь в Киеве, то мы идем с этим человеком непосредственно на Шевченко 27, подаем документы и на практике проверяем, как это работает. Много есть желающих уединиться в этом кабинете, посидеть в тишине, сделать какой-то отчет, потому что ежедневно мы еще пытаемся каким-то образом рассказывать о том, что же мы делаем. И плюс еще здесь есть кондиционеры, здесь прохладно. Мы вступаем в самую шумную комнату нашего офиса. Это комната, в которой работают колл-центры переселенцы, команда переселенцев. Это такая наша служба заботы о тех людях, которые к нам обращаются. Здесь работает где-то, наверное, самое большое количество волонтеров, и те волонтеры, которые к нам приходят именно для этого направления, на самом деле очень ценны, поскольку здесь, несмотря на то, что это работа, скажем так, на волонтерских началах, у нас довольно высокие требования, что ли, да, или пожелания к людям. Важно доносить до СМИ, с которыми мы контактируем, некие наши послания, мы стараемся их выписывать и транслировать. Мы думаем о безопасности, поэтому есть вещи, которые мы не упоминаем вслух, например, наши личные контакты или детальный адрес нашего офиса. Мы
учимся отбрасывать ту работу, которую мы можем себе позволить не делать. К сожалению, работы не так много, потому что всю работу кто-нибудь должен делать. Да. Например, мы договорились не работать с проблемами инвалидов и стараться эти вещи аутсорсить на Ассамблею инвалидов Украины, но пока что нам не удалось наладить контакт с ними, и мы не уверены в том, что интересы и нужды, и потребности инвалидов действительно кто-то удовлетворяет сейчас в этой ситуации. Чем мы однозначно не занимаемся, это вопросами выезда в Россию или транспортными, или поселением туда. Мы работаем в основном с жильем, которое предоставляют граждане Украины в пределах Украины. К неким соглашениям в работе колл-центра и команды переселенцев. Это такая волонтерская работа, которая требует определенной обязательности и требует соблюдения таких базовых правил в части конфиденциальности информации, с которой мы работаем, скажем так, вопросов безопасности информации, которой мы владеем. И у нас есть определенные договоренности о нашем стиле, о том, как мы помогаем друг другу говорить в сложных конфликтных ситуациях. Например, на прошлой встрече этой команды мы договорились, что если мы слышим, как кто-то из коллег повышает голос и входит в какое-то сложное эмоциональное состояние, мы даем ему аккуратно знаки для того, чтобы человек мог отследить это состояние и спокойно завершить разговор. И мы стараемся подбирать под нужду каждой семьи, которая переселяется, вариант, который бы соответствовал их потребностям. Мы постоянно обращаемся и призываем людей делиться своими возможностями подселения, хотя бы временного, хотя бы в рамках 2 недель, месяца, поскольку сейчас очень много людей все еще выезжают. Мы все прекрасно понимаем, что происходит на востоке нашей страны, и важно быть принимающими, важно давать возможность хотя бы временно сберечь жизнь и здоровье тем людям, которые могут оттуда выехать. Нам звонят с разных областей, это Донецкая, Луганская. Первая пошла Краматорск, Славянск, потом Луганск, и сейчас и Донецк присоединился, сам город. Звонят с 6 утра, иногда даже раньше, на горячей линии. И точно так же вечером, где-то до 11 вечера звонят. Как вы туда работаете, уходите? А мы просто с собой носим. Телефон у нас круглосуточно работает. И чтобы это было быстро, чтобы люди не переживали, могли понять, что их не бросают в беде, что они всегда найдут тут помощь и смогут расселиться в течение 24 часов. Если у человека есть интернет, он заполняет форму на нашем сайте. Если нет, мы в телефонном режиме с ним заполняем эту форму. И когда она попадает к нам в базу, мы тут же находим варианты. Бывают те люди, которые звонят и говорят: вы знаете, мы из Луганска, нас не хотят видеть на Западной. Но мы им объясняем, что они звонят ко мне, допустим, как Юлии, которая в центральном городе, вроде бы их тоже пугает. Киев их не любят. Я говорю: вы попали ко мне, если я вам помогаю, то значит, наверное, и на Западной Украине вам поможет точно так же. Они меняют свое мнение, скажу честно. Мы человека ведем до того момента, пока он уже не переселился, это первое. А второе, может быть, ему нужна будет еще какая-то помощь. Хотелось бы сказать спасибо тем, кто нас поддерживает. И отчасти, скажем так, стоит сказать спасибо компании, в которой я работаю, Scrum-Guides, потому что в момент, когда действительно у нас еще не было никакого финансирования, эта компания сделала большую акцию в IT-сообществе и передала больше, чем 150 тысяч гривен на нужды переселенцев и нужды самой команды, которая смогла организоваться благодаря этой помощи. Проект «Информатор» стартовал в середине мая 2014 года. Как все это начиналось? Уже в конце апреля, в начале мая, после того, как сепаратисты в Луганской области взяли под контроль большинство административных зданий, взяли под контроль всю территорию на половине Луганской области, на юге Луганской области, и создали невыносимые условия для работы журналистов и независимых средств массовой информации. Те луганские журналисты, которые не были готовы мириться с подобной ситуацией, которые хотели продолжать выполнять свою миссию и информировать людей о происходящем на Луганщине, создали
такой проект? Ну, собственно, его задача – это передавать оперативную, объективную, насколько это возможно, проверенную информацию о событиях в Луганске и Луганской области, на тех территориях, прежде всего, которые контролируют сепаратисты. Луганская журналистика в апреле-мае оказалась в кризисе, поскольку работать в соответствии с привычными журналистскими стандартами оказалось невозможным. Под угрозой находятся все, кто снимает происходящее на видеокамеру, на фотокамеру, даже на камеры мобильного телефона. Под угрозой находятся те, кто берет комментарии у людей на улицах и задает неудобные для сепаратистов вопросы. Под угрозой часто находятся даже те, кто разговаривает по телефону рядом с вооруженными ополченцами, так называемыми, или с местами их дислокации. Поэтому информатор работает с сетью информаторов, простите за тавтологию, обычных луганчан и жителей Луганской области, которые могут относительно безопасно находиться в городе, которые являются глазами и ушами журналистов издания, и которые могут проверять, в первую очередь передавать, проверять информацию о происходящем. Каждый день, начиная с раннего утра до поздней ночи, журналисты информатора находятся в контакте по телефону, через интернет с информаторами в Луганске и в Луганской области и стараются максимально быстро подавать информацию о том, что происходит прямо сейчас, проверять информацию, опровергать вбросы, которых сейчас тоже очень много. Сколько мы проработаем в таком формате, сейчас сказать сложно, но сейчас ни на что другое у издания попросту не хватает ни ресурсов, ни времени. В дальнейшем команда информатора видит перспективы своего развития в том, чтобы делать акцент на расследованиях, продолжать работать с последствиями конфликта, с причинами конфликта. Наша цель – это позитивные изменения на Луганщине. Ситуация по заложникам сейчас в Донбассе, мягко говоря, критическая. Это, знаете, заложники берут всех, много, постоянно, очень много звонков. Но что в последнее время, из новых историй, наверное, заложников, появилась новая тенденция у наших ополченцев говорить о том, что заложников держит Нацгвардия. И уже не первый случай у нас, когда люди выходят и уверены, что они были в плену у Нацгвардии, что Нацгвардия их избивала, что Нацгвардия террористы и их убьют. И сейчас, опять-таки, это такая очень страшная тема, очень много страшилок, очень много ужасов. Людей действительно избивают, и люди, выходя, считают, что наша армия их брала в плен, а хорошие ополченцы их освободили. Получается их убеждать, что это не так, показывая им, где находятся войска, что никак не могла быть наша армия. Каждый день у нас от 5 до 10-15 звонков с сообщением о пропаже людей.
Многие боятся давать информацию в прессу, но как-то хотят поделиться, хотят получить совет, как им вести себя дальше. Людей берут на улицах, берут очень много мужчин. Мужчин берут на улицах, есть предположение, что для работы, может быть, для того, чтобы использовать как живые щиты, чтобы не бомбили админ здания, потому что в каждом сейчас здании, захваченном ополченцами, находится большое количество заложников, а перед зданием находится большое количество родственников, которые просят об освобождении. Людей набирают среди бела дня на улицах, людей берут, как они говорят, за нарушение комендантского часа. Есть истории, когда просто кто-то позвонил и пожаловался на своего соседа, рассказал какую-нибудь историю сумасшедшую о том, что там сосед кидался на него с топором, были такие случаи, или о том, что пытались, фактически как в Советском Союзе, то есть каждый может пожаловаться на кого угодно, и без разбирательств люди попадают в плен. Сегодня было уже 2 новых звонка, 2 новых человека. Сегодня еще сообщили нам о 2. К тому же было много старых звонков, тех людей, которые пытаются выяснить, есть ли какая-то информация. Я могу сказать, что у нас большая радость. У нас 2 дня назад был освобожден один из заложников, который находился почти месяц в плену. Это Юрий Давлятшин. Он сейчас пока еще не в Киеве, но он уже в безопасности. И мы на днях надеемся получить как-то, что он расскажет чуть больше о том, что с ним происходило. Работаем мы 24 часа в сутки, потому что с утра начинаются звонки женщин, которых нужно поддержать, которые хотят выяснить, нет ли какой-то новой информации о их детях, о их мужьях. Заложников берут в любое время, поэтому звонки могут быть среди ночи, нон-стопом. То есть у нас выходных каких-то времени для сна, то есть своего особо нет. Находим силы, мы радуемся каждому освобождению. Мы счастливы слышать в трубку, что спасибо большое, моего мужа, моего сына, моего брата освободили. И, наверное, это то, что дает сейчас силы. Мы очень благодарны тем людям, которые отзваниваются, которые благодарят, потому что каждое освобождение – это огромный праздник.